Должен я был оказаться во Флориде сутками раньше, но Delta Airlines отменила мой рейс. Вот, и, соответственно, нам уже пришлось отменить семинар в другом городе штата Флориды. Но добрался я все-таки сюда, спал всего 4 часа, ни хрена не выспался. Сейчас посмотрим, что здесь за боксик. CrossFit Total Control. Это хорошая мотивация для меня сегодня. Вот хозяин зала. Открылся 4 годика назад. Вот городишко небольшой, но вот даже в этом зале 40 кроссфит залов, блин. Конкуренция, конечно, огромная, блин. Как они здесь справляются, я не знаю. Это зона кроссфита. Есть еще зона тяжелой атлетики. Что меня всегда радует, это цветные блины. Вот, ребята, те, кто будет еще приглашать, я надеюсь, меня в залы с семинарами, если хотите, чтобы я что-нибудь поднимал, покупайте цветные блины. Потому что, когда я вижу цветные блины, они меня возбуждают. Вот. Поэтому вот сегодня попробуем что-нибудь сделать. Уже замонтировал я себе стоечки. Посмотрим, что я сегодня со стоечек поделаю. Вот это зона тяжелой атлетики. Он говорит: Дима, ты даже не представляешь, как тяжелая атлетика сделала, кроссфит сделал тяжелую атлетику популярной. С ума все сходит. Чему мы и рады. Вот так. Время 8:39. Поехали. I concentrate for my balance, for my feet. If you lift your heels or lift your toes, you lose your balance. And if you lift your heels, your legs doesn't work. Your legs not work 100%. You do not use your power from your legs 100%. Understand what I mean? Yes. Try jump forward or jump high from toes. You can. Same situation and jerk. This way when I go down, I concentrate for my feet. If my feet full foot on the floor, my legs work 100%. Understand? Yes. Okay guys, I'm not sure, but I try 130. My best ever in this exercise, 235.
нормально. Добрался я до города Леона в Мексике в первом часу ночи. Опять меня Delta Airlines подвела. Вот. Прошелся я в поисках какой-нибудь еды, но что-то все рестораны закрыты, магазины закрыты. Вот. Как в таких условиях готовиться к соревнованиям по бодибилдингу? К растущему молодому организму нужна еда. Вот, но будем считать, что началась сушка. Сушка на самом деле началась еще неделю назад, но сегодня начинается жесткая сушка. Пойдем спать. Ой, не найдя ничего покушать, вернулся я к себе в номер. Он еще вещи даже не распаковывал. Как приехал, сразу есть побежал. Вот, а в номере у меня кроме как попить больше ничего нету. Вот такая вот у меня есть бутылочка за $34. Если бы я до этого в Мексике не был, у меня бы эта бутылка, эта вода бы не полезла бы за $34. На самом деле это не американские доллары, это их какие-то местная валюта. Вот, поэтому эта бутылка максимум стоит $1.5, может быть. Вот, а когда мы здесь до этого работали с Игорем, тоже пришли в ресторан, там цены стояли $350, $400, $500 за блюдо, за какое-нибудь. Мы думаем, ни хрена себе цены, в Мексике. Вот, поэтому голодным спать буду сегодня, ребята. Если вы кушаете, приятного вам аппетита. У меня еда сегодня только на картинках. Ну ничего, уже скоро встанем и пойдем на завтрак. Бай-бай. Ну вот 9:30 утра, дождался я завтрака, заказал. Вот пока сижу, жду свой омлет и чикен-салат, начну отвечать на вопросы. Первый вопрос: как планируете сушиться к соревнованиям по бодибилдингу? Ну, собственно, как я уже вчера сказал, что начал я это делать неделю назад. Начал с того, что избавился, в принципе, от таких вредных привычек, как еда на ночь перед телевизором. Вот, обычно сидишь, что-нибудь забрасываешь, и, как правило, это углеводы, что-нибудь сладенькое, да. Вот, и даже отказался уже от таких, там, от каш всяких, риса, макарон перед сном. Вот. И следующее, отказался абсолютно на 100% от газировок. Вообще уже, вот, блин, у меня ломка уже начинается, я от этой воды уже устал. Только воду. Вот для меня, конечно, это немножко необычно. Вот, но есть внутренний кураж, запал, вот, который двигает меня, да, сделать это все. А что еще? Включил кардио. Кардио включил. В фитнес-клубе уже после тренировки делал кардио, уже дошел до часа на беговой дорожке и на велотренажере. А также даже вот после семинара, который вы посмотрели, в обеденный перерыв, когда люди пошли обедать, я быстренько закинул чикен-салат, куриный салат и пошел крутить велосипед. То есть включил в подготовку. Вот, ну а так, в принципе, что? Завтрак каша. Спустя какое-то время стараюсь закинуть что-нибудь мясное. Вот. Здесь каши, к сожалению, в Чилис нету.
Вот, поэтому яйца и чикен салат. Вот, на обед, конечно, миска желательно с овощами. Вот, ну и на ужин опять там что-нибудь куриное. Вот это то, что я в принципе планирую, да, ничего экстраординарного я не планирую, так как даже ребята там Андрей Скоромный, Дима и Шаник сказали, просто избавься от всех вот этих вот своих вредных привычек по поводу сладенького. Вот, и в принципе ты и так сухой, оно быстренько подсушится куда надо. Вот, ну и конечно полностью убрал алкоголь, вот, вино, пиво полностью убрал, хотя время от времени себе это позволяю. Вот, но сейчас решил до соревнований вообще с этим прекратить, потому что, как известно, алкоголь, конечно, задерживает воду. Вот, ну и там в пиве тем более много всего того, что нам бодибилдерам не нужно. Вот, по витаминам я не думаю, что я буду что-то добавлять. Вот, протеин убрал вообще абсолютно. Вот, единственное, у меня с собой в сумке несколько батончиков протеиновых. Это тогда, когда вообще плохо. Мне было как в дороге, когда началась эта трясучка, гипогликемия. Те, кто понимает, о чем я говорю, это когда сахар в крови абсолютно падает, тебя начинает трясти. Вот на эти случаи я держу. Вот были эти сейчас в поездке у меня в ожидании в аэропорту несколько раз такие моменты, поэтому я в принципе закинул по батончику. Вот. Ну так в принципе все. Следующий вопрос: какие продукты вы считаете неприемлемыми для спортсмена и обывателей в целом? Как я всегда всем говорю, что я делаю большую ставку на продукты, вот, и на качественные продукты. Стараюсь никогда не жалеть денег на качество, вот, потому что основное все в натуральных продуктах, а вот эти все спортивные добавки, это все хорошо, но это не основное, это как дополнение, да, поэтому неправильно, когда студенты там, ссылаясь на то, что у них не хватает денег, экономят на продуктах, покупают там какую-то помороженную, перемороженную курицу, думая, что они едят курицу, и потом сэкономленные на этом деньги тратят на спортивное питание. Но это глупо, как минимум. Вот. Ну и вообще, мы то, что мы едим, да, если мы едим говно, то мы говно. Если мы едим жир, то мы выглядим как жир. Вот. Что для спортсменов, что для обычных людей, надо думать то, что ты ешь. То, что ты пьешь, и, к сожалению, пока мы молодые, мы не думаем о здоровье, мы его гробим. Большинство из нас рождаются здоровыми абсолютно людьми, к сожалению, все меньше и меньше, да? Но в течение нашей молодости мы его гробим, и на старости лет уже начинаем об этом задумываться, когда вылазят серьезные болячки. Вот. Я думаю, что я не исключение, естественно, и я так же, как и многие из вас, все это делаю. Но есть повод задуматься, потому что есть примеры, да, и мы понимаем, о чем мы говорим. Вот, но пересилить себя, здесь нужна, конечно, сила воли и стиль жизни должен быть такой. Стиль жизни. Вегетарианцы, это стиль жизни. Там, еще кто-то там, те, кто уринотерапией занимаются, тоже с какими-то тараканами в голове, да. Вот надо выбрать для себя это. Правда, это та ложь, которая нам нравится. Мы слушаем очень много вещей, но начинаем делать то, что нам звучит хорошо. Вот. Правда, это та ложь, которая нам нравится. Я абсолютно с этим согласен, я сам такой же. Слушаем много, но делаем так, как хотим. Вот поэтому хорошее питание надо делать, хорошие продукты, не жалеть на это денег. И будет вам здоровье. Следующий вопрос. Дмитрий, в будущем собираетесь попробовать себя в бодибилдинге? У вас прекрасная предрасположенность к этому виду спорта. Знаете, вот когда набирал вес, когда жрать можно было все что угодно, мне нравилось это. А сейчас что-то мне это не нравится. Когда надо сушиться, мне это не нравится. Вот. Я устал. Я 20 лет в штанге, 20 лет в спорте, в большом спорте, и я устал сушиться, я устал режимить, я устал жить правильно, мне тяжело, и поэтому бодибилдинг это реально
сушка. Это не набор веса, в моем представлении. Это не тренировки, это сушка. Вот наука о сушке. Как засушить свой организм, не потеряв в мышечной массе. И так как с 2003 года я борюсь с весом, стараясь остаться в категории 105, то для меня слышать, что надо сушиться, и сушиться не то, что сократить воду, да, как мы обычно в штанге делаем, мы сокращаем там воду условно, и все, у нас вода из мышц вышла, и мы легенькие выступаем, да, это тяжело тоже, но у нас в основном стоит ставка на выгнать воду. В бодибилдинге же меняются продукты, состав продуктов, да, убираются там углеводы и так далее, это тяжело. И в свои 32 полных года, я не готов пойти дальше и стремиться быть профессиональным, там, условно, бодибилдером. Хотя я не говорю нет. Не говорю нет. Я стараюсь гнать эти мысли, но мне нравится. Мне нравится. Это интересно. Это тяжело, но это интересно. Интересно, пока ты новичок. Вот. Но я не знаю. Посмотрим. Следующий вопрос. Кто для вас является авторитетом и есть ли вообще авторитет? Надо понять, что подразумевается под этим словом авторитет. Авторитет — это, наверное, человек, мнение которого для вас безоговорочно правильное, да? Которому вы безоговорочно верите, доверяете и готовы пойти за этим человеком, делать все, что он говорит. Я считаю, что нет людей, которые не ошибаются. Вот когда ты маленький, вообще молодой, да, если возьмем спорт, то у тебя знаний намного меньше, чем у твоего тренера. Но наступает такой момент, когда вы сравниваете по знаниям. Я думаю, что примерно такая ситуация у нас возникла с моим тренером, когда я уже стал чувствовать свой организм, я стал уже понимать, что такое спорт, что в нем нужно делать, как мне нужно восстанавливаться, как мне нужно тренироваться, как у меня организм сам требует тренироваться. Поэтому мы стали с ним конфликтовать. Я перестал ему доверять на 100%, хотя в самом начале он был для меня авторитетом. Вот. Сейчас такого нету. Сейчас такого нету, авторитета по жизни нету, потому что я не готов свою личную жизнь и жизнь своей семьи доверить какому-то человеку. Не знаю, может, я ошибаюсь, но я привык всегда учиться на своих ошибках. Это глупо, я знаю, это глупо звучит, но с другой стороны, когда ты делаешь какие-то ошибки, то это твои ошибки, и ты знаешь, что ты в них виноват, ты в них пытаешься разобраться, а когда у тебя что-то произошло и виноват кто-то другой, то ты будешь всю жизнь винить его. И вот говорить, блин, да это не я, это он и так далее. Поэтому, если бы я всю жизнь доверял бы своему тренеру, там, условно, мы бы не расстались, и, условно, в 2012 году я не поехал бы из-за того, что он что-то сделал неправильно, да, я бы его всю жизнь упрекал, корил бы, я бы его ненавидел просто, да. А здесь я знаю, что это мои ошибки. Это мои ошибки, они на моей совести, мои технические проколы и так далее. Поэтому это тоже тяжело. Но ты никого не винишь, ты сам перед собой честен просто. Вот, поэтому у меня авторитета ни в спорте, ни в жизни нет. Вот. Ну а кумиром, как я уже всегда говорил, у меня сначала был Дима Спирос, греческий тяжелый атлет, по происхождению албанец, который просто меня покорил, выступая на Олимпиаде 96-го года в Атланте. Вот. И потом уже где-то спустя еще несколько лет кумиром стал Арнольд Шварценеггер. Вот. Потому что, еще раз говорю, олимпийских чемпионов их до хрена. На них можно молиться, можно не молиться, но их до хрена, их как вот. Это круто. Но когда человек в 3 направлениях достиг максимума, вот это серьезный результат. Потому что политиков много крутых, бизнесменов много крутых, спортсменов много крутых, а вот все вместе, вот это не каждому дано. Поэтому вот это заслуживает уважения и заслуживает того, чтобы хотя бы попытаться
приблизиться к этому, понять, насколько это тяжело, потому что многие всю жизнь отдают спорту и не достигают ничего, а может достигают там звания чемпиона мира там или еще что-то. Многие отдают себя в бизнесе и в результате достигают хорошего бизнеса, там, хороших доходов, но это только в одном, а в трех. Это, представляете, сколько нужно энергии, сколько надо везения, сколько перелопатить, сколько нервов испытать. Блин, вот это круто, это круто. Приятного аппетита, наконец-то. В 9:55 пришел мой завтрак. Ну и последний вопрос за завтраком. Дмитрий, когда снова планируете быть в Таганроге? Очень ждем вас. В Таганроге у меня в плане, в календаре стоит где-то быть с 8 по 14 апреля. Вот, это уже забито в календаре. Поэтому приеду скоро. Обязательно посещу все злачные места. Вот, злачные имеется в виду все качалки. Обязательно в Академию Ригерта с Славиком паханем 100%. Может опять по каменной лестнице прогуляемся. Но что-нибудь сделаем там. Что-нибудь сделаем, потому что очень соскучился. Прям рвет меня туда. Разрывает, потому что столько лет прожил там. Я вырос там. Это мой родной город. Я его не считаю, что его чужим. Это родной мой город. Он мой роднее, чем моя реальная родная Балашиха. Вот поэтому скучаю. Друзья, скоро увидимся. Пошел я погуляю по городу чуть-чуть, пока время есть. Семинар сегодня вечерний. В будни у меня вечерние семинары с 5 до 11, разбитые на 2 дня. То есть, по сути, это один и тот же семинар, который я делаю в субботу или в воскресенье с утра до вечера. А здесь в будни люди же работают. Вот поэтому у меня получается то же самое по информативности, но разбивается на 2 дня. Вечерние, когда люди приходят с работы, во вторник с 5 до 11, с 6 до 11 и в среду с 6 до 11 и получают информацию, черпают ее. Надеюсь, она им нравится и пригодится. Вот. Клево, что в гостинице есть бассейнчик, можно искупаться, позагорать. Сейчас сначала паханем, покачаемся, сделаем кардио, вот, искупаемся и через 2 часика пойдем опять покушаем, а потом на семинар. Вот такой вот зал, гантелечки, дорожки, велотренажерчик и балачок. Клево. Начнем с качалки.
Не могу больше 15 минут пробежать, бля. Голень умирает. Поэтому я начинаю с беговой, где-то минут 15. Потом спокойно, мне легко дается минут 30-35 на велосипеде. Вот. И потом еще там минут 10-15 опять на беговой. Наверное, тяжко, конечно. Да. Когда только я начинал заниматься кроссфитом, вот, для меня тоже смерти подобно было бегать, но потом голени умирали просто. Но потом буквально прошло месяца полтора, я уже 3 километра бегал спокойно, поэтому сейчас, я думаю, тоже еще неделька-две, и голени перестанут уже так болеть, как сейчас. Это нормально, перетерпимо. Следующий вопрос, Дмитрий, я не знаю, вообще по месту мне его задали, и компетентен ли рассуждать на эту тему, но как вы относитесь к синтолу? Я в общих чертах слышал, что такое синтол, то, что люди, бодибилдеры, колют его, качки скорее, колют его мышцы, чтобы их раздувало. Но опять-таки, что себя обманывать-то? Ну, если это не твое, то это не твое, да? Как Мишка когда-то даже про анаболики сказал, если вы жрете или колите анаболики ради того, чтобы медали стране приносить, или зарабатывать огромные деньги, да, то тогда это одна история. Если вы колите анаболики, жрете их, гробите свое здоровье просто для того, чтобы внешне казаться здоровым, красивым и так далее, а внутри вы старый, дряхлый мужик, даже старик, то тогда это глупо. Та же ситуация с синтолом. К синтолу плохо отношусь, ну вообще, лажа полная. К синтолу в жопе у женщин, у бразильянок, отношусь хорошо. Ну как хорошо, в кавычках. Уже это смотрится симпатично. Девушки, их можно понять, они с собой готовы сделать все, что угодно. Главное, чтобы нравится пацанам, может быть, замуж выскочить. Но, конечно, это тоже до добра не доводит. Недавно даже где-то я смотрел, как известные модели всю жопу разрезали, потому что синтол начал отторгать организм. Организм начал отторгать синтол. И, конечно, всю жопу разрезали. Сейчас на ее жопу, конечно, никто уже не возбудится, как несколько месяцев или лет назад. Вот, поэтому не надо это делать. Дмитрий, добрый день. Вопрос серьезный, как мне покажется на первый взгляд. Многие спортсмены сталкиваются с такой проблемой, болезнью, как геморрой. Подскажите, как штангисты борются с этим недугом? Спасибо. Опять-таки крутимся возле жопы, да? Я пока миновал этой проблемы, вот, но некоторые из сборников в тяжелой атлетике имеют эту проблему, причем я лично не знаю кто, но когда мы проходили медицинский осмотр, то ходили слушок, что вот из сборной Человека 2 имеют эту проблему, но, как сказать, они не разглашают тайну, поэтому это так и осталось загадкой. Как? Я не знаю, как с этим бороться. Мы же все через по собственному опыту проходим. Пока нас петух не клюнет, мы не задумаемся об этом. Поэтому я надеюсь, что я никогда это не знаю. Я, честно, не знаю. Не знаю. Что еще у нас? Следующий вопрос. Хочу с вашей тусовкой в Таиланд на тайские каникулы. Как попасть? Знаете, была у меня такая идея объявить конкурс для девушек-спортсменок, и победившие одна или две девушки поедут туда. Не отказался я еще от этой идеи, думаю, как это сделать. Вот. Поэтому, ребят или девчонки, если есть какие-то идеи, напишите, а мы это сделаем. Есть у меня такая мысль. Дмитрий, какие города Европы собираетесь посетить в ближайшем будущем? Сейчас вернусь я в Москву, потом у меня 2 недели в Москве, как я сказал, съезжу в Таганрог, вот, потом у меня Америка еще, работа на одной выставке, после этого я лечу в Панаму, 2 дня семинар в Панаме, из Панамы лечу я в Турцию, Стамбул,
из Стамбула лечу напрямую, уже билеты есть в Абрау-де-Усо. Дальше у меня семинары в Москве, вот этот тренинг-кэмп для иностранцев, соревнования. Clock of Power Weekend, расскажу чуть позже, что это такое, когда будем готовы полностью по информации. И после еду во Францию, 2 семинара у меня во Франции, и потом Англия, Швеция, да, вот так. И Европы в этом году немного, там в основном Америка, Канада, вот, Австралия опять много, в Австралии вообще подписался уже, поэтому вот так. Будет ли, помню вопрос был, будут ли семинары в России, ребят, будут семинары в России обязательно, будут. Но у меня встречный вопрос. Почему этот вопрос задается мне? Будут ли семинары в России? Я абсолютно знаю столько же, сколько знает Дима Лапиков, сколько знает Дима Берестов, абсолютно не столько же, может быть меньше, может быть больше, я не знаю, но сам факт. Почему вы их не приглашаете? Позовите этих ребят, они вам дадут тоже очень много полезной и интересной информации. Просто алаверды такое, да? Просто странно, что задается этот вопрос только мне. Следующий очень интересный вопрос. Что вы ждете от выступления в командном кроссфите, грид, лиги? И думаете ли вы, что ваша команда, включая вас, Зарипова и Мэтта Фрейзера, в фаворитах? Знаете, да, реально, команда собралась по именам очень серьезная, и это накладывает определенную ответственность. Но в то же время вспоминаю Олимпиаду, когда главным тренером по хоккею стал Павел Буре. Он, будучи с сильным авторитетом и возможностями, собрал очень сильную на имена команду по хоккею, и мы продули. И, понимаете, когда индивидуальные соревнования, это индивидуальные соревнования. Когда командная, важна команда. Поэтому понимаю, что каждый из нас что-то достиг, каждый из нас имеет характер такой закаленный в боях. Это, конечно, дает нам плюс. То, что мы профессионалы в своем деле, это дает нам плюс. Но пока мы не команда. И я за это, конечно, очень сильно переживаю. Я пока по чуть-чуть, вот то же самое, что я сейчас делаю кардио, с мыслями о том, что я его делаю не только для соревнований по бодибилдингу, но и для соревнования в кроссфите. Потому что сразу после Кубка Ишанькина я выступлю через 3 недели на своем турнире в Москве и очень усиленно там начну готовиться уже к соревнованиям по кроссфиту в грид-лигу, да? Очень усиленно, там останется 1,5 месяца, поэтому будем накатывать. Вот так вот. Ну что, еще 15 минуток и пойдем обедать. Перед этим искупавшись в бассейне. Жир уходит, чувствую. Рядом, конечно, когда в голджиме тренируемся, когда Григорина рядом крутит педали, как-то немножко поинтереснее. Можно отвлечься разговором и так далее. Когда один, конечно, тяжело. Вот вы хорошо, что вы меня отвлекаете. Уже вот посидел, уже много прогреб. Прокрутил, бля. Вообще мозги уже не варят. Все, пора заканчивать. Это 10 минуток еще. Ну что, время обеда. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Заказал я себе на обед стейк, рис и овощи. Ну и водичка, как всегда. Вот, сейчас лежал, пока после душа отдыхал, читал комментарии под видео на Кубок Ишанькина, где вы пишете о том, что это за эго такое должно быть, чтобы назвать кубок своего имени, как это вообще возможно. Вообще столько гадостей всяких пишете, не очень неприятно на самом деле. По поводу имени. Первое, хочется сказать, что Кубок Ишанькина — это не просто соревнование Димы, это соревнование и его отца,
и его жены. Это люди, которые уже огромное количество лет отдали этому виду спорта. Они считаются одними из лучших в России, одних из самых умных в этой области. И провести соревнования своего имени – это не просто эго, это знак качества, это степень доверия всех людей, которые там выступают, смотрят эти соревнования. Это нормально. Почему за границей абсолютно нормально считается назвать бизнес, какую-то фирму своим именем, и никто об этом не говорит, и мы как нормально используем там жилет, там другие вещи, которые названы именно фамилией, это нормально. Люди, которые называют что-то своим именем, это люди, которые после этого работают не просто для того, чтобы заработать деньги. Я 100% уверен, что эти люди процентов 70 своего времени и нервов тратят на то, чтобы не опозорить свое имя, не ударить грязь лицом. Потому что есть просто коммерсы, которые купили за рубль, продали за 2, им трава не расти, что будет потом и как отнесутся к их фирме. Потому что фирма названа «Рога и копыта», да? А здесь ты постоянно об этом думаешь, ты постоянно зацикливаешься на том, чтобы люди тебе доверяли. Потому что если ты что-то сделаешь неправильно, если ты их обманешь, они никогда не будут это покупать. Поэтому, когда соревнования названы своим именем, это знак качества. Понятное дело, вы все равняете с Арнольдом Шварценеггером. Это другой уровень, да, не надо с ним сравниваться. Здесь тоже определенная история, и надо ее уважать. Не могут быть все как Арнольд Шварценеггер. Но это не значит, что нельзя соревнования называть своим именем. Это глупо так думать. Следующий очень важный вопрос, мне очень он понравился. Как лучше отвлекаться перед важными стартами, как вы это делали, чтобы не перегореть? Это вообще на самом деле большая проблема в профессиональном спорте, потому что очень много спортсменов, сильных спортсменов, талантливых спортсменов не справляются со своими нервами. Почему это происходит? Потому что, первое, многие люди едут на соревнования как на экзамен, а не как на праздник. Вот я в течение своих молодых лет, благодаря своему отцу, научился настраиваться на соревнования как на праздник. Наверное, во многом из-за того, что у меня мало, в принципе, что зависело от соревнований в мои молодые годы, потому что я, в принципе, рос в состоятельной семье. Для меня соревнования не были как последняя надежда на выживание, поэтому во многом, конечно, мне это помогло. Но в то же время сам смысл есть в том, что именно ты должен настроиться, что это не экзамен. Это не то, после чего весь мир прекратит существовать. Ты просто должен ехать и делать свою работу, и надо получить от этого удовольствие. Поэтому, когда я приезжал на соревнования, для меня важно было все. Как выглядит помост, какого цвета задний фон, насколько все красиво и правильно организовано. Но на самом деле мы горим не задолго до соревнований, не во время соревнований. Мы горим в ночь перед соревнованиями. И когда мы горим, когда мы не можем уснуть. Вы знаете, что вам завтра утром рано вставать, вы пытаетесь пораньше уснуть для того, чтобы выспаться, и вы не можете уснуть. И вот здесь самая большая ошибка, что вы пытаетесь уснуть и переживаете из-за того, что вы не можете это сделать. Я никогда этого не делал. Даже Давид Адамович Ригер давным-давно мне подсказал такую вещь. Говорит: Дим, если ты не хочешь спать, не спи. Сходи в холл гостиницы, сходи погуляй. Ты погуляй до тех пор, пока тебя не выстегнет прямо на улице, на лавочке или в гостинице в холле. Разницы нет. Я уверен, вы меня поймете, когда много раз, не выспавшись после какой-то гулянки или еще чего, просто приходили в зал и поднимали огромные килограммы, и вас перло и так далее. Не во сне дело за ночь до соревнований. Важно, как вы готовились. И сгорели или не сгорели. Вот для того, чтобы не сгореть, просто не думайте об этом. Отдыхайте, гуляйте, смотрите, как люди горят и так далее. И все. Это один из способов, и, по-моему, он самый действенный. То, что я могу вам пожелать, порекомендовать.
что, кто смотрит мои видео, уже видел этот зал. Время 5:14. Сейчас люди как раз подходят, начинается семинар у нас в 5:30. Вот. И для этого видео последний вопрос хотел ответить. Вопрос был следующий: как после болезни, после гриппа там и так далее, начинать заново тренироваться? Я скажу так, что смотря какие у вас цели, если вы переболели накануне соревнований, то, конечно, уже о здоровье думать, ну, не то, что нет смысла, но нельзя, потому что это спорт, да, надо выступать и так далее. Но если вы тренируетесь для здоровья, тогда что бы я вам посоветовал? Не делать рывки-толчки, не делать многоразовую работу. Начните с силовухи, приседания 2-3 разика, тяги по 2-3 разика, жимчики по 2-5 раз. Вот такое, растяжечку опять-таки, потому что после болезни, когда еще с температурой, связки все ломят, мышцы ломят, поэтому просто для тонуса потренироваться, для гибкости, потому что если вы болели, то, соответственно, несколько дней вы пропустили, связочки у вас затянуты, мышцы затянуты, поэтому 5-7 дней войти в такой режим. Вот. Не форсируйте, не гонитесь, если вы для здоровья, для себя тренируетесь. Но если соревнования, то, конечно, Arbeiten Negro, солнце еще высоко. Удачи, ребят, мы продолжим отвечать на ваши вопросы в следующем видео. А у нас начинается семинар. Easy now.